Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и мы снова с вами находимся в лесу. И я сегодня буду продолжать строить свою огромную землянку, которую я уже почти год назад начал строить. И вот все никак не получается мне ее завершить. Но объем работы большой. Для меня одного это, конечно, очень много. Но я, собственно, был здесь вчера, и я заскочил, принес материал для строительства. Трубы для вентиляции, разные там мелочи. И посмотрел, есть ли вообще материал для того, чтобы мне строить сегодня спокойно. В общем, подготовился. И сегодня день должен быть продуктивный. Ну что, я для начала выпью, наверное, кружечку чая, скину тент с крыши и приступим уже к работе. Дел сегодня много. Ну, такие, знаете, в основном физически тяжелые будут. Ну, знаете, на самом деле, как бы я ни старался, мне ее завалить полностью песком не получится. Перец все равно останется, потому что слишком мало слишком маленькую яму выкопал. Просто такой объем для меня оказался непосильным. Может быть, я еще бы пару дней бы сюда приезжал и выкопал бы больше, но тогда уже прошлым летом просто вообще мало времени было. Ну и сами знаете, снимал очень мало. Сейчас получается это гораздо чаще. Ну и результат виден, просмотры растут, люди пишут комментарии. Так что спасибо вам огромное, что вы остаетесь на канале. Чуть не забыл сказать, я же вот по пути нашел медвежьи следы жизнедеятельности. Ну, возможно, медвежьи, я точно утверждать не буду. Но в этой субстанции присутствовали прямо и иголочки вот эти еловые, очень много. Не знаю, бобер, для бобра слишком большая куча, мне кажется. Может быть, медведь вполне. Но единственное радует, что это старые. Возможно, даже прошлогодние. Ладно, надеюсь, он сюда не заявится.
Сейчас буду продолжать делать крышу, ну точнее вот козырек над входом. Ну вот по такому образцу, можно сказать, буду сейчас заготавливать. Я-то на самом деле думал, что самый сложный этап строительства закончен, но нет. Сейчас прям, реально усилий приходится прилагать. Мне еще надо вот здесь бревно длинное положить, потом закончить вот эту крышу, немного вот тут закрыть вход. С той стороны мне нужно бревна, 3, наверное, положить. А дальше уже будет окно. Скорее всего, планируется, по крайней мере. Так, все, у меня перерыв. Иду отдыхать. Смотрите, тоже зацвел кустарник, волчья ягода. И шмель на нем сидит. Конец апреля, но уже так все оживает. Рановато в этом году. Как бы все не померзло. Морозы обещают. А сейчас плюс 15, по-моему, должно быть. Но ветер северный. Так, я пока иду к речке. Хочу посидеть немного. Умыться холодной водой. Благо до речки всего лишь, сколько тут метров, наверное, 200. Может даже поменьше.
Ну что, козырек над входом готов практически. Я думаю, что больше я его делать не буду. Также я положил вот эти последние бревна по одному с одной и с другой стороны. Сейчас буду накрывать тентом и попробую заваливать песком. Это будет нелегко, это уж точно. Но в любом случае я за один день засыпать не успею, это 100%, потому что это нелегко, действительно, тут огромные объемы песка. Ну ладно, надо продолжать, что ли, я думаю. Фух, накидываю всякое гнилье, бревна вот эти толстые укладываю. Я эту идею у лесного строителя подрезал, можно сказать. Но это очень разумно. Намного лучше засыпается и меньше песка тратится, можно будет больше так сформировать, более естественную возвышенность. Ну и песок не осыпается, то есть я его так накидываю. Так, но мне надо, в принципе, вот немножко еще вот так засыпать, и буду приниматься за вторую сторону.
Я уже наметил себе объем работ на следующий раз. Надо будет сделать вход, также накинуть тент и уже накидать землю на крышу. Ну а также, я не знаю, может быть, принести еще вот такой термофол. Но его здесь очень много надо. Представляете, как мне его тащить по лесу. Огромный сверток. Этот я зимой еще тащил. Но он мне на самом деле нужен только для того, чтобы вот эти углы сгладить. Все, не для утепления. Я думаю, достаточно будет сверху просто земли накиданной. Ну, смотрите, как внутри темно. Вот здесь, конечно, планируется окно. Посмотрим. Может быть, я все-таки отменю это решение. Ну, а вот здесь 100% будет окно. И я думаю, что здесь отличный будет вид на лес. Все видно перед входом. Ну, внутри так все оставляю, конечно. Шуруповерт забираем. Ну что, на этом все. Рюкзак мой собран. Объем работ выполненный вы сами видите. Я считаю, что это неплохой результат. Я раньше больше суетился, старался быстрее сделать, но я сегодня просто получал удовольствие от нахождения здесь. Ну и на самом деле закапывать землянку — это нелегкий труд. Я бы, может быть, тут остался и с ночевкой, и я думаю, что я в следующий раз так обязательно сделаю. Но это будет ближе к концу апреля, потому что сейчас передают снова морозы, снег, похолодание, и, может быть, посещу землянку у реки. Я давно там как раз не был. А это место пока что снова на 2 недели остается без присмотра. Надеюсь, что уже в следующий раз вернусь сюда с печкой и попробую переночевать. Очень бы это хотелось сделать. Ну а вам спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Переходите в телеграм-канал, узнавайте все новости о будущих видео именно там. Также какие-то эксклюзивные фото-видео. Ну а можно также задать там вопрос. Если вас вдруг что-то интересует, и в комментариях могу иногда даже не ответить. Просто пропущу. Случайно, конечно же. Ладно, до новых встреч в лесу. До скорого.